Ребята, привет! Добро пожаловать на канал. В последние несколько лет искусственный интеллект в том или ином виде достаточно плотно вошел в нашу жизнь, продолжает свою экспансию. Много страшилок существует о том, как искусственный интеллект заменит людей. Сегодня мы об этом не будем говорить, поговорим о том, как искусственный интеллект может стать нашим помощником. На эту тему также очень много материала в интернете. Да я уверен, что во многом вы и сами могли бы поделиться своим опытом и рассказать, потому что, как мне кажется, более-менее современные люди искусственный интеллект используют. Я сегодня хочу сделать некое такое overview, поговорить об инструментах, которые я использую непосредственно в своей работе как видеограф для создания контента в том или ином виде. Что-то из этого может стать вам интересным, либо даже полезным. Ну, а если у вас есть какой-то личный опыт, которым вы также можете поделиться, подсказать, я, как всегда, буду очень рад вашим комментариям. Давайте переключимся на компьютер и начнем с, пожалуй, самого главного инструмента, когда мы говорим о искусственном интеллекте, это ChatGPT. Вот так выглядит мой ChatGPT, если я открываю его из браузера. Я его также использую и в виде приложения на мобильных устройствах, на смартфоне, либо же даже у себя на лэптопе я пользуюсь десктоп-версией, или как это называется. Ну, в общем, приложение для macOS. Пользуюсь я одним и тем же аккаунтом везде. За это иногда приходится платить. У меня всегда есть доступ ко всем моим чатам, в которых на сегодняшний день у меня собралось уже очень много информации, иногда мне к ней надо обращаться. Значит, здесь вот в колонке чаты мы видим, вот у меня есть чат YouTube канал, здесь разнообразная работа с текстом, по обоим моим каналам переводы, генерации, там каких-то названий, описаний, проверка текста и прочее. Здесь у меня Wallapop. Wallapop — это испанский OLX, там, где я продаю какие-то свои вещи, оборудование. Поскольку в испанском я не особо силен, я часто использую ChatGPT, например, для создания. Вот интересный сразу же пример. Я беру, забрасываю ему 3 фотографии радиосистемы. Здесь фотография задней его части, где видно характеристики данных микрофонов, лицевой части, где видно название моделей, и коробку также на всякий случай. И пишу ему: вот полный комплект, только нет самих микрофонов. Да, у меня не было самих петличных микрофонов. Он уже понимает по нашему предыдущему диалогу, я ему уже забрасывал другие фотографии, что надо сгенерировать текст объявления. И он генерирует. Вот он мне дает тут свой саркастический комментарий сначала, а потом непосредственно на испанском название лота и его описание. Также вот замечание, что в поставку не входит Salapa Lavalier, сам петличный микрофон. Тут практически даже какой-то проверки не надо, я просто копи-пейст на Wallapop и все, и лот у меня готов, продается. Из интересного здесь еще вот, например, я продаю также плечевой риг. Вот так он в сборе выглядит, а вот так в разборе. И, как мы видим, он состоит из многих элементов. И я, чтобы не заморачиваться, делаю такую фотографию, сбрасываю ему, пишу плечевой упор для камеры, комплект, нужен перечень всех комплектующих в объявлении. Опять какой-то саркастический комментарий. Почему вот тут он не просто мне пишет, а тут еще какие-то шутки пытаются шутить? Потому что я общаюсь через Monday. Monday — это здесь такой какой-то ассистент. Ты, в общем, начинаешь с ним чат. После этого этот чат появляется вот в списке всех чатов. Но можно просто создать новый чат, вот нажать новый чат, и будет, по сути, то же самое. Но если я это делаю через Monday — это некий такой, условно, одушевленный ассистент, который вот как бы еще там может подшучивать с тобой, то есть добавляет натуральность такую в ваше общение. Мне, честно, это нравится, потому что порой его или ее шутки этого Monday, очень смешные. Рекомендую, если не пробовали, попробуйте пообщаться, особенно если вам одиноко. Окей, то есть, как один из примеров функционала. Давайте вернемся к этому объявлению. Как всегда, я прыгаю с одного на другое. Я ему дал вот такую фотографию, и он расписал, он все правильно понял. Здесь есть support, типа как бы крепление такое, compendium Matebox называется на английском. Указал follow focus, там был на картинке, он его указал.
Abrazadera de Varillas, что бы это ни было, но оно тоже там есть. Площадка, опять какое-то вот крепление от Andoer тоже есть. 2 пары трубок по 15 миллиметров. Он как-то сам это все понял, что это за трубки, какой они длины. Тут их 4, ну, возможно, он еще там где-то 2 дописал. Ну, согласитесь, это круто. То есть очень сильно упрощает задачу. Что круто в этом, что ты к некоторым вещам очень долго не можешь приступить и сделать их, потому что они для тебя являются сложными. Как, например, такое простое, как разместить объявление. Но если это разместить объявление на испанском, то уже как бы это сложнее. И часто я оказываюсь в ситуации, когда у меня лежит что-то, чем я уже не пользуюсь, и что можно было бы продать, и я долго не могу разместить это объявление, потому что думаю, елки, там, кроме того, что надо пофоткать, его же еще потом надо описать. И раньше я делал это без чата GPT. Я сначала собирал разные объявления похожие, смотрел, как люди, испанцы, описывают подобные товары, делал это сам. В общем, кроме того, что фотографии сделать, это я трачу время. Еще на описание у меня уходит времени. А сейчас у меня чат GPT, я знаю, так, давай быстренько пофоткал, обработал эти фотки, все, залил чат GPT, он тебе сгенерировал, залил. Таким образом я заливаю по 5-7 объявлений за раз. Так, дальше у меня, возвращаемся в мой чат GPT. Вот у меня есть Deberes. Deberes — это на испанском домашнее задание. Я изучаю и испанский, и вот чат GPT тоже использую как такой свой ассистент в изучении испанского. Мне также чат GPT помогает таким образом. Suno. Suno — это название сервиса на базе искусственного интеллекта, который генерирует музыку. Мы о нем еще более детально сегодня поговорим. Что-то, наверное, даже можно удалить. Вот иногда я прохожу, мониторю и смотрю, мне это еще надо, не надо. Если чат уже какой-то мне не нужно, я его удаляю. Vista Sierra. Ну, здесь, по-моему, все, что касается моего проживания в арендной квартире и каких-то бытовых вещей в Испании. Прописка, что угодно. Общение с владельцем квартиры, который не говорит на английском, он испанец. Clients Communication. Ну, здесь перепроверяю, перевожу, как-то, возможно, где-то генерирую ответы для своих клиентов. Пишут на разных языках, кто-то на английском, кто-то на испанском. Тоже для более быстрой коммуникации, особенно на английском языке, чат GPT использую. Yamaha. Здесь все, что касается мотоцикла. Какое масло, где найти, как заменять. Ищу нужные запчасти. Я с каждым новым вопросом касательно мотоцикла прихожу в этот чат снова и снова. Спрошу что-то еще, он будет помнить, что это был мотоцикл Yamaha FZ6. И говорит, для твоего мотоцикла. Ну, то есть вот он как бы формирует некоторую память о тебе на основе вашей переписки. AVIT — это исключительно по моей работе. И тут я тоже спрашивал, хочу повысить свою квалификацию, какие курсы мне надо пройти. Все, тоже он сбивает, делает тебе резюме, ревью, ссылки. И вот еще последний чат. Здесь я тестировал генерацию фотографий, когда они выкатили какую-то новую версию, я имею в виду OpenAI, они выкатили версию генерации фотографий и видео в Sora. Значит, в январе 25 года, этого года, я отмечал свой день рождения, будучи на борту. Мы вышли, было 3. Я и 2 коллеги, один из которых взял с собой фотоаппарат, а второй выглядит как мафиози, либо актер, я не знаю, из каких-то фильмов про полицейских, он бразилец. Вот, и вот такие вот фоточки нам сделал наш 3-й коллега, который был с нами. Мы шли по улице, он фоткал. Я взял эти фотографии и начал, в общем, их через чат GPT прогонять. Говорю, возьми вот эту фотографию и сделай из нее, типа, это 2 полицейских. Он вот такой вот сгенерировал. Прикольно. Это его оригинальный портрет, да, это фотография, это перегенерированная. Но это все такое, это просто я что-то потестил. Ну вот, прикольно, беру фотку наездника на лошади вот с этой, боже мой, как это называется, кибиткой, неважно. Сделал какой-то тут промпт, типа мегаполис, там другая планета, и он взял вот такую фоточку сделал. Ну, в общем, для генерации фоток чат GPT в целом подходит, тоже развивается. То же самое с мотоциклистом сделал. Такой был дядька, вот такой стал. Фишка в другом, что я потом пошел в SOR. Ну, вот я просто еще брал, у меня фотка лампочки. Я себе говорю, сделай ты лампочки лицо. Ну, он тут пытался тут как-то лицо ей сделать. Дальше я тестировал Sora, и мы переходим к видеогенерациям. Будем идти в таком хаотичном порядке, но не суть. В чат GPT есть кнопочка Sora, потому что это видео AI для генерации видео от OpenAI.
той же компании, которая ChatGPT выпустила. Все, переходим в Sora. Это она открывается отдельным сайтом. Здесь я под тем же логином. И перейдем в видео. Где мои видео? Мои медиа, наверное, здесь. Да, и вот я брал эти фотки и просто закидываю фотку и говорю, сделай генерацию. Ну, вот он что-то тут делает. Так, вот это наделал. Ну, корявенько, а? Но, опять же, я это делал месяца 1,5-2 назад. То есть уже даже сейчас Sora, я уверен, будет лучше работать. Но сам прикол, что ты как-то загрузил фотку, и вот и он что-то там оживляет ее. Опять же, это не новости, куча разного контента, классных видеогенераций уже в интернете гуляет, особенно крутой движок от Google, VL3, который генерирует вместе и видео, и звук для него, и мы знаем всех вот эти видео для бабушек с крокодилами, и интервью на улицах вот эти сгенерированные в VL3, это очень круто. Я полез его потестировать, у меня не получилось пока, он то ли недоступен, то ли денег я пожалел. То, куда движется генерация видео, мне очень нравится, потому что я начал отслеживать с самого начала, еще когда только первые генераторы появились. Это было очень коряво. Сейчас прям все круче, появляется какая-то целостность концепции. То есть раньше проблема генерации видео была в том, что он тут тебя сгенерирует, но что и как он сгенерирует, это как бы загадка каждый раз, и ты не можешь рассчитывать на вот эту консистенцию, на постоянность, на предсказуемость генерируемого контента. VO3 от Google позволяет это делать. Но Sora тоже, она была очень сильно распиарена в свое время, и как-то все от нее ждали каких-то крутых генераций, но я так понял, каких-то крутых генераций Sora делает круто, но, наверное, вот все-таки VO3 от Google пока что самый-самый крутой, но я уверен, это все будет меняться. Так, перед тем, как пойдем дальше, я еще хочу показать, у меня вообще вот есть в закладках папка AI, и здесь уже вот насобирались разнообразные AI-сервисы. Не знаю, что здесь Notion делает. Тоже видно при делах каким-то образом. Которые я тестировал за все время. Большинство из них это видеогенераторы. CapCut тут каким-то образом тусуется. Upscale понятно. Midjourney круто, наверное, сейчас отдельно про него поговорим. Вот Image2 Video, Pika, Runway. Для тех, кто игрался с генераторами видео, вот эти вот названия должны быть знакомы. Pika, Runway, Luma, Recraft — это не только про видео. Leonardo тоже, Civita, уже даже не помню. Kling, очень классный китайский генератор видео. Чтобы их тестировать, я так или иначе брал подписки минимальные, какое-то количество генераций и генерировал. Resemble я уже не помню. Create тоже что-то классное. Уже не помню, что. Text-to-speech, генерация голоса. Вот еще какой-то голосовой генератор. И опять Kling AI. Вот. То есть с такими вот инструментами я поработал. Если есть вопросы по конкретному из них, пишите. Буду отвечать в комментариях. Но плюс-минус суть у них у всех одинаковая. Далее давайте поговорим о Midjourney. Это генератор картинок. Также я его тестировал достаточно давно, когда он там набирал обороты. Как мы можем видеть, сейчас он уже доступен и в браузере. Но на то время, когда я его тестировал, он был доступен только через Discord. Но, в принципе, сейчас мои аккаунты синхронизированы. Вот так в Discord это делалось по принципу чата. Ты пишешь промпт в чате, он там тебе генерит. Давайте лучше зайдем сразу сюда. На сайт, то есть под тем же аккаунтом я залогинился через сайт, и, наверное, если я перейду в Create, да, вот я вижу все свои генерации. Здесь это я генерировал картинку для заставки одного из своих видео на YouTube, и мне нужен был Тарантино, который снимает на Sony Alpha. Ну, я думаю, как бы видеографы оценят шутку юмора. Видите, много генераций. То есть вот один из принципов, если вы хотите что-то сгенерировать, либо изображение, либо видео, вы делаете много-много итераций, прежде чем получите то, что вам надо. Я это все просто показываю. Вот Супермен мне был нужен там под определенным углом. Вот я его я давал промпт, что на прозрачном фоне. Ну, хотя бы вот однородный фон уже хорошо. Можно потом вырезать и тоже его куда-то вставить. Это видно уже просто тесты парня в городе,
Ну, кстати, что касается Тарантино, вот у меня в Инстаграме вот такая вот в итоге заставка получилась. Hiring a videographer. Одна из моих первых генераций, это была вот эта девушка, когда я просто написал промпт в Midjourney, сгенерирую там красивую молодую девушку в ресторане, он мне выдал вот это изображение, и у меня, честно, челюсть отвисла, и появилось вот это легкое чувство на секундочку, когда ты там своими пальцами создал такую красоту. Это прикольно. Дальше вот мы видим, я генерировал здесь такой глаз в статическое изображение. И нужен он мне был вот для этого рилса. Рил для этого видео, где вот это видео я сделал в итоге. То есть я взял эту картинку, закинул в After Effects, разделил ее на части и заанимировал. И получился у меня вот такой вот прикол. Видео, футаж реальный. Это я снял на дрон, такой пик горы, и совместив его с анимированной картинкой из Midjourney, получился вот такой вот современный шедевр искусства, да? Midjourney круто, когда надо генерировать изображение, но, я говорю, ChatGPT тоже уже неплохо генерирует изображения, да и вообще с генерацией классных реалистичных изображений у искусственного интеллекта уже практически нет проблем. Обязательно будет сервис, который это делает круто. Вот. Ну и далее уже, если вы это изображение хотите превратить в видео, мы используем Sora, либо вот упомянутый Google Veo 3. Но, опять же, все, что я делал, это больше поиграться, потестировать, но хотя и для своего непосредственно контента также я это использовал как один из примеров у меня на англоязычном канале. В последнем видео, очередное видео о работе на круизных лайнерах, у меня есть два сгенерированных видео. Первое, я стою на носу корабля, и дрон улетает от меня вверх. То есть как будто бы кадр с дрона. Но это генерация. Я экшн-камеру прикрепил на перила, здесь в кадр не попало, прям передо мной вот продолжение вот этого перила. И это изображение я уже закинул в... Я даже не помню во что. Наверное, в Kling. Наверное, это было в Клинге. Попытался залогиниться в Kling, не смог. Не помню под каким аккаунтом. Но даже если это был не Kling, а какой-нибудь другой, это не так важно, потому что на сегодняшний день, опять же, есть, возможно, генераторы, не уступающие Kling, хотя Kling очень хороший был на тот момент, по крайней мере. Вот так вот на носу корабля, когда там много людей, когда он стоит запаркованный в терминале, ну, было бы очень сложно. То есть, как бы легально, наверное, вообще невозможно. Надо было бы получать разрешение и прочее. Но вот искусственный интеллект мне помог реализовать эту задумку. В данном случае искусственный интеллект мне как видеографу компенсирует отсутствие навыков 3D-анимации, либо отсутствие 3D-аниматора, который мог бы мне помочь. И вот тут есть момент, где я закидываю две камеры на плечо, и эти камеры начинают стрелять как пулеметы, смотрите. And of course, cameras to shoot. Ну, мы видим, что там как-то потом я превращаюсь вообще в кого-то другого чувака. Но мне как бы какая-то точность была не важна. Просто на английском снимать это shoot, а стрелять это тоже shoot. Ну, такое, игра слов. И еще одна вещь, о которой очень хотелось бы сегодня также поговорить, это Suno, генерация музыки. Вероятно, есть разнообразные инструменты для этого. Suno, вот этот, где мы сейчас, он один из самых передовых, один из самых популярных и реально делает крутую штуку. Я много с чем здесь игрался. Для начала я также использую его в связке с ChatGPT. Значит, у меня был алгоритм действий, я вам сейчас покажу. Значит, переходим, возвращаемся в ChatGPT. Помните, у меня был чат под названием Suno. И вот давайте вверх самое отмотаем. Есть одна композиция, очень мне нравится, достаточно старая, она такая дабстеповая. Disclosure, You and Me. И есть ремикс на этот трек от Flume. Именно вот эта версия мне нравилась. И я хотел сгенерировать нечто похожее, но не похожее. Привет, мартышка, знаешь трек Disclosure, You and Me? И ChatGPT мне написал, да, я знаю, и дал вот какие-то характеристики уже. Это такой future bass, атмосферный, да-да-да-да-да-да.
Потом я интересовался у ChatGPT, как он вообще идентифицирует, что это за музыка, какая там скорость трека, да, какой там BPM, какой там стиль и прочее. Я говорю, ты прямо слушаешь и анализируешь, либо ты просто собираешь информацию об этой песне из разных источников в интернете и таким образом. ChatGPT долго тут отшучивался, но я в итоге конкретизировал вопрос, говорю, ты анализируешь непосредственно аудио и берешь текстовую информацию с форумов, статей в интернете и прочее. В итоге чат ответил, да, в общем-то я собираю информацию из открытых источников, то есть не то, чтобы я слушаю эту музыку, я анализирую эту музыку на основе информации публичной об этом конкретном треке. Какая скорость, какой стиль и прочее. Я говорю, хорошо, какой BPM у этого трека, который я тебе вот скинул? Опять тут выдает кучу разговоров, но говорит, BPM около 72 или 144, что правильно, он может быть как бы кратный 2. 144 разделить на 2,72, то есть это один и тот же BPM. Все, потом я говорю, окей, теперь создай промпт для Suno, для создания инструментала минус без вокала на основе характеристик этого трека, Disclosure You and Me, Flume Remix, Synth, Chords, Emotional Tension, Glitchy, Chopped Vocal, Sample Used texturally, а там действительно засэмплирован голос. Он это все как бы в промпт переводит. Это уже круто на самом деле. Тут я у него спрашивал, ChatGPT, ты какой у тебя пол, ты там мужчина, женщина, в общем, он тут тоже отчучивался, что я не существую, та-та-та-та-та-та, набор алгоритмов и прочее. И я параллельно там с Suno игрался и понял, что у Suno, когда ты закидываешь промпт вот здесь, у него лимит 200 символов, поэтому я вернулся в ChatGPT, говорю, там лимит 200 символов, создай еще 3 промпта, 3 вариации этого промпта с лимитом 200 символов. Он мне их тык-тык-тык создал. Все, я взял один из этих, пошел в Suno, в Simple, вот здесь можно в 2 режимах генерировать, даже вот Simple мы начнем, просто я вставил вот этот промпт, и он мне там сгенерировал трек. И когда ты его генерируешь в Suno, когда у тебя трек готов, он потом уже Suno сам тебе предлагает сгенерировать текст на эту музыку и перегенерировать этот просто инструментальный трек в песню, где есть и музыка, и lyrics, слова, да, к песне, что называется. Я взял эти lyrics, пошел в ChatGPT опять, они были на английском языке. Я вставил и написал, адаптирую этот текст с английского на украинский. Текст такой, конечно, как бы в хит-парады тяжело будет прорваться, хотя я так понял, что в современной практике уже есть хиты на первых местах в хит-парадах, которые сгенерированы так или иначе в AI. Я пошел в ChatGPT, говорю, переведи мне вот эту песню на украинский. ChatGPT мне перевел. Я взял это, вернулся в Suno, и мне было интересно, а как же Suno сгенерирует песню на украинском языке? І прикольно сгенерировала. Сам один і далеко від дому, йду по світу, це мій звук, моє місце тут. Прикольно то, что я ему говорил, сделай припев вокальный, а куплет сделай рэпом. И он так и сделал. И это... Он классно это делает, рэп на английском языке, но и на украинском языке этот рэп звучит тоже круто. Біжу ще з малих літ факт, без опер, без людей як, з Каліфорнії аж до Гонконг, так, повернусь в Нью-Йорк, трек. Ну, прикольно. Я считаю, это очень круто. И я пошел дальше. Последний кейс на сегодня. Относительно недавно был у меня заказ на съемку дома. Недвижимость, в общем, видеосъемка и фотосъемка таунхауса для размещения его на Airbnb или где-то там еще. И в Испании есть такая традиция домам давать имена. И эти имена обычно такими плиточками на входной двери клеится, и вот как бы у каждого дома есть свое имя, это достаточно мило. И вот этот дом, который я снимал, назывался Casa Azul. Его звали Casa Azul, что в переводе с испанского означает «синий дом». Перед тем, как приступить к монтажу видео, в подобных случаях мне надо определиться, на какую музыку я буду его монтировать. Я это либо с клиентом обсуждаю, либо беру какую-то композицию из своей библиотеки с лицензионными треками, да, чтобы в последующем у клиента не было проблем. А здесь я думаю, возьму я сгенерирую песню в Suno
и на нее смонтирую. И это будет прямо песня. И песня эта будет называться как? Угадайте? Casa Azul. Именно так, как и называется этот дом. Вот так вот это выглядело, смотрите. Ну, здесь проигрыш. Давайте пропустим. Вот. Suenan pasos en la piedra clara. El sol pinta sombras que se separan. El viento susurra en la ventana. Casa azul, donde el alma descansa. Mira el cielo tan azul. Ну, то есть вы поняли, то есть там идет какой-то куплет, он поет там двери, ветерок гуляет между стенами, свет светит в окно, ну какой-то набор банальностей, но потом он пропевает название этого дома, то есть что-то, что клиент ассоциирует с собой, и когда ты подобный контент изготавливаешь для своих клиентов, вот этот новый уровень персонализации контента под клиента, ну это круто, это тоже круто. Пожалуй, на сегодня все. Если будет интересно, я могу снять какие-то более расширенные видео о моем опыте работы с искусственным интеллектом, либо более специализированные, потому что под каждую задачу можно использовать отдельные специализированные инструменты, но так или иначе, эта тема классная, мне нравится, как искусственный интеллект развился за последние несколько лет. Уже очень интересно находиться в той точке, где мы есть сейчас, и по-хорошему страшно представить, что ждет нас в ближайшем, либо же дальнем будущем. Да? Давайте за этим следить. Обязательно, если у вас есть свой личный классный, интересный опыт работы с инструментами на базе искусственного интеллекта, обязательно пишите в этом комментарии. Если вы досмотрели это видео до конца, оно было вам как минимум просто интересным, а может быть еще и полезным, пожалуйста, поставьте лайк, на канал подписывайтесь. Как всегда, я вас всех очень сильно люблю. До встречи, пока.